Добрый день, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами после достаточно большого перерыва, порядка полугода точно. И все это время мы не бездействовали и занимались очень серьезной глубокой работой. И у нас очень много новой информации, которой мы хотели бы с вами поделиться. И я хочу напомнить, что у нас есть наставники, которые нас ведут по нашему пути, которые нам очень много знаний, навыков, информации передают. Они делают это в той форме и в то время, когда они считают это нужным. И наша задача только это все воспринять, и каким-то образом осознать, и внутри себя переварить и применять на практике. Мы хотели бы осветить такие интересные вещи, такие интересные темы, как то, что мы знаем о душе, то, что нам передают наставники о душе. И это огромный пласт знаний, потому что наши представления о душе очень часто слишком упрощены или, может быть, слишком завуалированы, не являются такими четкими, ясными, понятными, для того, чтобы мы вообще понимали и о смысле жизни, и о душе, и о том, о наших взаимодействиях друг с другом. Вот. И вот в этом ключе, в этой связи мне хотелось бы сегодня поговорить о душе и, в частности, о том, является ли душа четко закрепленной за какой-то гендерной ролью. То есть имеет ли душа пол, и почему нам хотелось бы эту тему осветить одной из первых. Потому что мы в последнее время встречаем очень много различных рассуждений в различных источниках о том, что душа пола не имеет. Это разрушает вообще концепцию души и не вписывают понятие души в общий план и в общую систему построения внешнего мира. Как говорят нам наши наставники, душа пол имеет. То есть каждую жизнь, из жизни в жизнь, душа внедряется либо только в женском, либо только в мужском теле. Было бы слишком самонадеянно думать о том, что душа, внедрившись в какое-либо тело, мужское или женское, сможет за одну жизнь реализовать и воспринять всю глубину, всю суть мужской или женской роли. Это очень глубокая вещь. Это очень глубокие переживания, очень глубокие знания. И я бы хотела здесь вот это понятие знания применить именно в том смысле, в каком этому слову придавали значение древние философы. Знать — это значит иметь опыт, уметь прочувствовать ту или иную роль на себе. Так вот, одной жизни не хватит для того, чтобы понять, что такое быть женщиной или что такое быть мужчиной. Особенно это важно еще в связи с тем, что в последнее время
у нас идет вот это некий такой вот вектор развития, а, сведения как бы всех ролей к унисексу. Унисекс в одежде, унисекс в профессии и ну, в ролях жизненных и так далее. Вот. Это очень плохо влияет на наше развитие общества, человечества в целом. Почему плохо влияет? Мы разовьем эту тему обязательно в наших следующих видео. Вот. А сейчас мне хотелось бы остановиться только на одном аспекте. На том, что у мужчин и у женщин роли принципиально разные. Мужчина – это вектор, который идет в неведомое, выстраивает стены, развивает мир. А женщина, она наполняет этот мир любовью, своей энергией, своим ощущением счастья, любви к Богу, любви к мужчине своему и так далее, к своей семье. Вот. И очень быстро скажу вот в этом коротком видео о том, что у женщины и у мужчины разные отношения с Богом, принципиально разные. По образу и подобию Бог создал мужчину. Бог в нашей Вселенной сам мужчина. То есть уже здесь заложена гендерная роль. Представляете, насколько она глубокий смысл имеет, вообще различие гендерных ролей, насколько это важно. Бог не бесполое существо, он мужчина. В нашей Вселенной мужчина. И именно мужчину он создал по образу и подобию, как сказано в Писании. А женщина была создана из ребра, ну, условно, мужчины. То есть ее задача общаться с Богом через своего мужчину. Это ее путь. Но это я вам так, чисто для того, чтобы вы могли порассуждать, может быть, на эту тему. И я буду очень рада, если вы зададите вопросы и вообще там какие-то, может быть, мысли напишите в комментариях, для того, чтобы мы понимали, насколько вам это важно и интересно, и насколько глубоко нужно эту тему освещать. Как я уже сказала, она фундаментальная. И мы обязательно продолжим развивать эту тему в наших следующих видео. А мы всегда вам рады.